Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас разбор красивого, нежного, весеннего такого узорчика. У нас впереди, надеюсь, весна скоро наступит, и нам пригодится такой узорчик. Предлагаю посмотреть и написать обязательно в комментариях, куда бы вы посоветовали применить такой нежный, красивый узор. Такой вот симпатичный узорчик у нас есть на рассмотрение. Я связала, и что интересно получилось. Получилось симпатично. А узор мне прислала моя подписчица в Одноклассниках. Вот он такого плана. Надеюсь, что будет видно. Вот схема. Связана кофточка таким узорчиком. Но я пока хочу просто узоры разобрать. Узор интересный, простой, смотрится хорошо, красиво. Я надеюсь, пригодится. Возможно, можно вариантов и кофточка, и палантин, и шарфик. И очень много вариантов есть на самом-то деле. Предлагаю либо набрать воздушные петли и связать первый ряд столбики без накида, или с накидом, либо связать 4 воздушные петли в первую петлю. Вяжем столбик с одним накидом. Это у нас будет вот такое колечко. Первый ряд набрать колечки, 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с одним накидом. Набрать колечки и уже посмотреть, как вяжется узор. Я набрала колечки наши. Раппорт узора, смотрите, у нас раз, два и планочка. 2 колечка — это раппорт узора. 2 колечка — раппорт узора. 2 колечка — раппорт узора. И планочка идет. Одно колечко, планочка в самом начале и в самом конце. Что такое планочка? Если мы решим вязать какое-то ровное полотно, в само колечко, соединительный столбик вяжем. 2 воздушные петли подъема, это считается за столбик. И еще столбик в это же колечко, и еще. То есть это у нас планочка. 3 столбика с одним накидом. Следующее колечко мы вяжем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом, галочка. Следующее колечко 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И чередование. Вяжем либо 5 столбиков с одним накидом, либо столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть наша задача вот такой узор связать, чередуя столбики, их 5, либо галочку. 1, 2, 3, 4, 5. И самое главное в расчетах 1, 2. Необходимо учесть тот нюанс, что для красоты, вот наше последнее колечко, провязываем просто 3 столбика. Для красоты узора нужно просчитать нечетное, набрать нечетное количество колечек, чтобы, смотрите, вот мы начинали с галочки и заканчиваем галочкой. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 колечек. Нечетное количество, самое главное. Вот такой первый узор. Первый ряд. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. Планочку нашу. Ее можно на планочку, допустим, 2-3 колечка набрать, и тогда планка будет посерьезнее, допустим, 6 столбиков или 9 на ваше усмотрение. Второй ряд вяжется еще проще. Смотрите, в саму галочку вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть вяжем опять галочку. И там, где у нас было 5 столбиков, в центр вяжем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. То есть наша задача во втором ряду просто-напросто
провязать галочки. И у нас, так, воздушная петля не нужна. И у нас получится такой вот узорчик, как бы вертикальные полосочки с одной стороны. А с другой стороны вот такой вот очень простой узорчик, который можно опустить абсолютно на любое изделие. И не забываем, что в самом начале, в самом конце мы вяжем просто столбики с одним накидом. Две воздушные петли подъема, раз, два, поворачиваем вязание, провязываем столбик с одним накидом. Первые петли подъема всегда считаем за столбик. Многие спрашивают, считаем? Да, считаем. Петли подъема это тоже всегда столбик. И смотрите, делаем третий ряд. Третий ряд это повторение первого, то есть галочка и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Опять галочка. 1, 2 и 5 столбиков. Вот так все просто. 2, 3, 4, 5. Галочка. 1, 2. Простая схема и такое простое вязание. Можно связать кофточку, можно связать палантин, шарфик, кардиган. То, что вам понравится, то, что вам захочется, можно всегда связать, получить вот такое интересное полотно. Вяжется просто, запоминается еще проще. Я думаю, что прям совсем все легко. В первом, третьем и во всех нечетных рядах мы провязываем, чередуя галочку и 5 столбиков. А во всех четных рядах мы вяжем галочка, галочка, галочка. Вот через ряд. И получаем такой красивый, вроде бы вертикальный узор. И в то же время он не очень выделяется тем, что он вертикальный. Такой красивый узор предлагаю сегодня на ваше обозрение. Схему обязательно оставлю в сообществе. Смотрите, вяжите с удовольствием, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я буду очень рада, если видео окажется полезным. До новых встреч! Если мы решим вязать какое-то ровное полотно, в само колечко, соединительный столбик вяжем. 2 воздушные петли подъема, это считается за столбик. И еще столбик в это же колечко, и еще. То есть это у нас планочка. 3 столбика с одним накидом. В следующее колечко мы вяжем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Галочка. Следующее колечко 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И чередование. Вяжем либо 5 столбиков с одним накидом, либо столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть наша задача вот такой узор связать, чередуя столбики, их 5, либо галочку. 1, 2, 3, 4, 5. И самое главное в расчетах 1, 2. Необходимо учесть тот нюанс, что для красоты, вот наше последнее колечко, провязываем просто 3 столбика. Для красоты узора нужно просчитать нечетное, набрать нечетное количество колечек, чтобы, смотрите, вот мы начинали с галочки,
И заканчиваем галочкой. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 колечек. Нечетное количество, самое главное. Вот такой первый узор. Первый ряд. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. Планочку нашу. Ее можно на планочку, допустим, 2-3 колечка набрать. И тогда планка будет посерьезнее. Допустим, 6 столбиков или 9 на ваше усмотрение. Второй ряд вяжется еще проще. Смотрите, в саму галочку вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть вяжем опять галочку. И там, где у нас было 5 столбиков, в центр вяжем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. То есть наша задача во втором ряду просто-напросто провязать галочки. И у нас, так, воздушная петля не нужна. И у нас получится такой вот узорчик, как бы вертикальные полосочки с одной стороны. А с другой стороны вот такой вот очень простой узорчик, который можно пустить абсолютно на любое изделие. И не забываем, что в самом начале, в самом конце мы вяжем просто столбики с одним накидом.